А куда смотреть? А куда? Напиток убрать? Выбирай. Вот так видно в кадре? Достан, спой песню со словом «минимум». Сегодня наш гость – великий композитор, лауреат Нобелевской премии, олимпийский чемпион Акбаев Достан. Вырубай полностью. Посидим, попаримся немножко. Давай. Я всегда хотел, чтобы нас снимали как в офисе. В сериале, да, правильно. Где взгляды, вот так, эмоции. Да. Тогда, получается, ты... Я вот этот главный босс. Первый состав с Лехой, с Аней Трэвисом, Жекой, Эмилем и Белычем. Потенциала не понимал. Было много надежд на Эмиля. Ожиданий никаких не было, просто хотелось вернуться на ивенты. Сейчас, наверное, когда я сейчас об этом думаю, мне уже немного сложно в то состояние войти. Понимаю, что я уже сейчас какой-то другой уже человек немного. Как-то так. Круто. Вон, 0.13 даст 2 идет. Пойдем. Да, что-нибудь расскажите на камеру. Надеюсь, что вот кто-то посмотрит это видео и будет вот так хохотать, угорать. Хотя бы один. Хватит смотреть ТикТок. Ты же удалил. Эмиль 10 раз удалил ТикТок, 10 раз скачал. Если говорить про АВ, нам нужен был новый человек, чтобы дальше развиваться и проявлять себя. Может быть, какие-то вещи в коммуникации уже нарушены были так, что лучше было по разным командам разойтись. И надо понимать, что там АВ сейчас и АВ там полгода назад — это разные игроки, и я думаю, что эта замена все равно ему пошла на пользу. Там в Мэджиках у него больше пространства, доверия, своих ролей где-то. Часто его я вижу в Белграде, и все равно у нас хорошие отношения. Надо понимать, что я тренер. Где-то то, что я говорю, это не человеку как личности, а к игроку. Не стоит близко к сердцу воспринимать. Но тот путь, на самом деле, бэтбум, 5-я карта, проход на мажор 3%, первые квалификации на StarLadder, это были крутые эмоции, это трудовые по 500 карт за сезон. Это был другой путь и другое время, где ситуация требовала какого-то другого поведения и действий. Вот. Я так считаю. Вот. Ладно, это вырежешь. Белыш, чувствую себя хорошо, нахуй. Очередной день, не такой же день, серый будний день. Кто-то идет в школу, кто-то идет сейчас в садик. Всем пофигу. Вон все идут, люди идут на работу. Это ты идешь хуяриться. Идем? Да. Все тут? После будапештского мажора мы понимали, что у команды большой потенциал. И старт-серия в сентябре — это был первый турнир, вообще первый выезд для некоторых из ребят за границу, на LAN, знакомство, как вообще происходит LAN. И будапештский мажор был вторым выездом, и уже немножко команда преобразилась. Однако после мажора, когда мы дошли до третьей стадии, мы понимали, в третьей стадии, когда мы встретили реальный Тир-1 КС, мы понимали, что если мы хотим, скажем так, в эту банду, в этот закрытый клуб, нам нужны изменения. Спасибо Андрею ВВ за проведенные полгода в команде, потому что без него, без его вкладов, без его клатчей на мажоре против Геймер Легион, против Легаси, мы бы не дошли до третьей стадии. Но в тот же момент понимали, что Андрей не до конца закрепился в команде за эти полгода, не до конца ассимилировался, если так можно сказать. Поэтому в тот момент Spirit решили поменять Ваню. По спотам, по идее, для нас это была идеальная замена. Ваня, я считаю, что очень хорошо механически одарен. Несмотря на его детское юношество, он в клатчах и в игре самой был спокойный. Первый, наверное, специфичный игрок, потому что он вырос в опеке. Вот когда ты видишь хорошую, такую здоровую семью, где ребенку уделяли много времени, внимания и прям
очень сильно любит. Для меня это тоже в новинку. По поводу трансфера Вани, на самом деле, мы не думали долго. Я созвонился со своим старым товарищем Сергеем из Немиги. Он мне дал, скажем так, резюме короткое по Ване, что важно ему, почему, что важно, чтобы у него было вокруг, чтобы у него получилось. Мы поняли, что это, скажем так, матч, поэтому и пошли в этот трансфер. Вот он приходит, показывает, как они с родителями. Это я там в Эстонии, это я в Италии, это я там. Обычно у нас в КСе немного все пацаны андеграунд, многих там, некоторых отцов нет, там родители развелись, не самые лучшие условия, уровень жизни Вани я не знаю, но точно он жил в комфорте. Мне кажется, это играет и в плюс, но все-таки реальная жизнь, она где-то жесткая, она требовательная, и для того, чтобы на дистанции себя проявлять, нужно максимально трезво смотреть на жизнь и развивать в себе такую мужскую зрелость. У тебя футболка, можно выразить? С победой. Спасибо. Зеленый, братан. Какой цвет? Ну что, едем на Мальту? Нет слов. Здорово. Победа. Прям идеально. Ваню главное вписать. Хочу, чтобы он комфортно себя чувствовал. Спустя столько тысяч часов я... Эти солдаты уже прожжены. С Ваней, мне кажется, того периода вот такие у меня мысли были. Просто где-то надо подождать, чтобы он какие-то этапы прошел. Вот. В тот момент после мажора на самом деле мы думали, там, не кривя душой, про Бориса Мэджикса, потому что он был на бенче у Spirit. Тогда еще не было анонсов про то, что Spirit вернут в основной состав и посадят Ваню на бенч. Поэтому он был тогда в шорт-листе. Когда произошла замена Мэджикса на Ваню, Ваня остался единственным кандидатом, кого мы хотели. Ну, Ваня выполняет роль такого чистого опорника в каких-то макроожиданиях и трансляции того, что происходит. Все равно ему надо апгрейдиться. Но когда рядом с тобой сильный игрок, который может убить, это общекомандное взаимодействие облегчать. Когда рядом чел у тебя ложит двух челов, то много раскладов становится проще. Вот. Все-таки чувствуется база Spirit, база Немиги. Ну, он еще малой, где-то есть там характер, где-то свои есть моментики. Ваня, ты как? Нормально? Я думаю, привыкнешь. Да. Сложностей в переговорах по Ване на самом деле не было. У нас со Spirit прекрасные отношения. Если посмотреть исторически, мы находимся в постоянном диалоге с ними, за что им большое спасибо и большой респект. Это первый экспонат. Эмиль. Как дела, Эмиль? Как тебе Европа? Охуенно, как обычно. Да. Ну, в общем, орк. Это Ваня. На камере он пиздец красиво выглядит, согласитесь. Да. Все, классно, приехал. Очередной лан для тебя, правильно? Я в Бластбаунсе прошлый выиграл. Да, у тебя здесь аура победителей, правильно? Ну ничего, Белыч все сделает. Next это Андрей Синский. Гиперфокус. Посадка просто крабика. И экран монитора. Поэтому не видит радар, не слышит инфу и в оверфокусе. Старт года можно описать несколькими предложениями, даже скажу, фразами. Приятная неожиданность, которая потом сформировала весь сезон вперед. Нам было легче, мы много играли до этого онлайн, и нас команды высоко зарейтили. Мне кажется, летишь, понимаешь, сингл элиминейшн, там, Фурия, Спирит, там, супер команды, атмосфера тир-1 лана для новых игроков. Кайф, что вернулся на крутой ивент. Какие статусы есть доставать? Статус элитный генерал. Так. Можно все. Вручается тем, кто постоянно ебашит в хорошей форме и в хорошей мотивации. Ниже кто? Обычный солдат. Он просто подчиняется и делает все, как ему говорят. А третий это бот. Он не думает, он просто делает, что ему говорят. И все. И он просто должен выжить, дойти до расклада, как у него написано на листке, не дай бог промазать. И не падать первым. Все.
Солдат? Не хочу называть там разовая акция, но нет, вообще не задевают. Я считаю, что они где-то даже правы. Это большой заряд положительных эмоций, сил, мотивации работать дальше, потому что это значит, то, что ты делаешь, ты на правильном пути, если ты выиграешь такого рода турниры. Документалка Netflix, 2 сезон. Последний танец. Андрей Ясинский. Что же он сделает? Случайно, если прямым текстом, наверное, невозможно выиграть. Но то, что нам где-то повезло, где-то мы сыграли свой хороший КС, ну да, случайность. Ну, скорее, обстоятельства помогли выиграть, да. Эти победы другими путями приходят. Блядь, мышкой кручу, думаю, что за хуйня, у меня выключена. У нас с Достаном есть традиция, я так ее назову, когда кого-то обыгрывает или выигрывает турниры, или выполняет определенную цель, то мы созваниваемся, и он говорит, ну, что ты еще хочешь? Ну, что надо, выиграть мажор? Ну, хорошо, значит, это следующая цель. На супер спокойном. И он, и я, мы понимаем, какое количество работы было проделано составом, стафом, самой организацией, поэтому всегда за этим юмором скрывается взаимное уважение и взаимная поддержка. Я не помню, о чем я с ними говорил, честно. Посмотрите на меня. Если мы так продолжим, мы въебем сейчас нахуй. Вот проблема с тем, что самоуверенность, не самоуверенность, таких мыслей нет. Пусть лучше будет самоуверенность, пусть играют эти турниры и получат опыт, который хотят. Я не могу от всего их оберечь. Просто моя задача, чтобы они опыт получали безболезненно. Как можно больше играя турниров, чаще выигрывая, даже если они ошибаются. Подготовить их к такой интенсивной, стрессовой игре, чтобы они понимали то, как каждый раунд ценен на Тир-1. Каждая игра сейчас ценна из-за ВРС. Очень быстро стало понятно, где мы и как команда по КС, и как организация делаем хорошо, а где делаем плохо. Поэтому это был супер важный успех с точки зрения, вообще со всех точек зрения для нас, как для организации. Какой-то результат появляется, я должен всегда сохранять строгость. Вчера были моменты с невероятными ошибками. Некоторые моменты прям, честно, Бог помог. Будем так продолжать, будет тяжело. Надеюсь, пацаны сделают вывод. Когда мы говорим про февраль-апрель, нужно сделать очень много скидок для состава. Молодой состав, победа на первом Тир-1 ивенте, сразу мы летим на следующий турнир. Очень много чего происходило в тот момент. Мы прошли первую стадию, мы обыграли Аврору и Heroic, проиграли Нави и Астралис. Мы не вылетели сразу, мы зацепили 2 победы. Это все еще опыт для ребят, которые 3-4 месяца назад играли там CCT, квалификации пытались пройти и не могли этого сделать. То есть это большие знания, это большие уроки. Не переживайте ни о чем, похуй. Окей? Эмильчик. Нормально. На зубах, как говорится, мы летим в Клуж. Это был трудовой турнир. Были моменты внутри команды, которые мне приходилось жестко контролить. С Белычем я тогда, вот именно тот турнир, это с Белычем было много общения. Я помню, проиграли Фурии, и я после матча, вот так как в фильме, выхожу на улицу, так дождь идет. Он там залил 1 раунд, на Дасте, на доп. Я ему говорю, все, сейчас твое время, типа, ты не можешь вот так ошибаться. И мы дальше сыграли игру на 2-2 с футами и выиграли, и плей-офф уже нам стало полегче. Не знаю, финал с Витальти, это очень престижно, круто было. Очень хотелось выиграть, честно, 1 карту, это Инферно, я помню. Было такое чувство, не знаю, солидность какая-то была. Март и ужасная ESL Pro Лига, онлайн, все устали, потенциально этим лузом можем потерять 3-й стейдж на мажоре. Все очень расстроены были после Pro Лиги и прям опускались руки у ребят.
И потом мы едем на Blast и хорошо выступаем на Blast, потому что полуфинал на таком турнире с ареной, со зрителями, и это только второй лан-турнир для Миля, для Влада, для Белыча, с такого рода зрителями, да, мы говорим Клуж, потом Роттердам. Огромная аудитория, естественно, давление, и мы выходим в полуфинал. Играем с Нави, там проигрываем, тем не менее полуфинал — это хороший результат. После Роттердама мы остаемся в Европе, едем в Бухарест, выходим в плей-офф, но вылетаем от монголов. Если посмотреть, на какой бы ты результат ни взял, если не выигрываешь, это плохой результат по сравнению с Blast Bounty. Но если посмотреть с точки зрения развития команды, это крутые 3 месяца. Это нифига себе 3 месяца. Куравло! Достан, ты что, на бизнесе? Уф, это прям серпом, как говорится, по одному месту. Астана, хочется Астану забыть. Астану хочется забыть. Я же не помню, мы хоть один матч там выиграли. Мы, организации, готовились очень сильно, очень много став вкладывался в подготовку, в коммуникацию с нашими болельщиками. 0-3, да? Фишер колледж. Естественно, после неудачи ты начинаешь копаться в причинах этих неудач. Ты начинаешь смотреть на цифры рейтинга, ты начинаешь открывать скайбоксы, смотреть, как кто что делал, ты начинаешь смотреть реплей. То есть вот пошагово ты начинаешь понимать и углубляться в этот процесс, усугублять, скажем так, всю картину. Стараюсь забывать такие турниры. Я больше Астану запомнил, там, что увидел людей, там, Казахстан, но наша игра была плохой, и ошибка была в том, что нам надо было развивать дальше игру и развивать гибкость, но, мне кажется, усложнения тогда приводили к большим ошибкам. Астана ударилась сильнее всего. Естественно, потом был мажор, который тоже определил очень много, но Астана... Блин, мы не можем не... Приходилось выходить к людям на улицу. Не из-за того, что я казах, и я там всегда топлю за Казахстан. Скорее, в Казахстане уровень внимания был самый высокий, наверное. Столько школьников и пацанов на улице, это было невероятно. То, что я 10 лет тренирую, у меня первые года были тяжко. Первые там 3-4 года в карьере достаточно получил стресса, чтобы сейчас более профессионально относиться. После Астаны мы не особо готовы были обсуждать замены, потому что понимали, что сезон еще не закончен. Впереди было 2 турнира, один из которых мажор. Мы понимали, что ЦАЦ был очень важным турниром с точки зрения ВРС. Момент с заменами летал где-то в воздухе, потому что атмосфера была довольно накаленной внутри из-за поражения в Астане. Да, это было. Но прямо никто не обсуждал, потому что понимали, что впереди 2 самых важных турнира. После Астаны был такой кризисный, тяжелый период. Все равно стараешься поддержать. Все понимали, что мы готовимся к мейджору, все надежды сыграть там хорошо. Меня эти вопросы, они меня нагнетают. Это самые худшие вопросы за все время тут. В такое состояние загоняют, типа, эту энергию хочется оставить эту. Ну, мажор для организации значит очень многое, если не все. Я думаю, ни для кого не секрет, что когда ты заполняешь бюджет на год, ты закладываешь попадание на мажор, закладываешь деньги от стикеров, то есть от этого строится какая-то логика финансовая. К сожалению, с 2014 года 12 лет подряд выходила одна система, и именно тогда, когда мы вышли в 3-ю стадию, все решили поменять. Очень сильно нас по нам ударила с точки зрения финансов новая система, потому что цифры далеко не те, которые мы ожидали. Для понимания, с 1-й стадии Будапешта мы получили в 3 раза больше, чем мы получили сейчас за 3-ю стадию. Мажор — это огромное событие для маркетинг направления, поэтому результат на мажоре всех разочаровал, как внутри, так и снаружи. Мажор просто провал по всем фронтам. Мне кажется, какого-то там супер какого-то напряжения не было. Мы спокойно в своем ритме играли, и этого было недостаточно.
Весной после пролиги уже были вопросы о том, что мы можем усилиться, сделать замены. Хотелось дать пацанам возможность сыграть цикл, и чтобы они сыграли свой мажор, потому что заслужили на него пройти. Была надежда, что мы на мажоре выступим хорошо и все будет окей. Состав был в такой точке, когда нам нужно было делать замены. Проблемы укоренились на каком-то уровне, у нас не было времени удалять их просто работой. Нужно было огромное количество бракдеев, разборов, тактики и надежды, самое главное, веры в ребят, что все может измениться. Что я могу здесь добавить? Мы играем плохо. Это самое лучшее, что могу сказать. Конечно, мне в голову намного жестче слова приходят. Сам я не люблю проигрывать. Я сижу тут не для того, чтобы там, приезжать и 0-3 отлетать. Из-за того, что сейчас календарь турнирный нереально загруженный, и тебе нужно на каждом турнире из-за ВРС-системы показывать, если не максимум, то какой-то минимум по результатам, да, в данном случае выходить в плей-оффы, мы не можем себе позволить терять время, выпадать из этой пульки команд, которые там ездят на турниры и цепляются за хорошие результаты и финансовые показатели, верой в ребят. У нас просто нет, это роскошь, которой у нас нет. Мысли хуёво не пускаем, все, нахуй. Шанса нет там, за сильный человек. И только вот так улыбаясь, ой, все классно, ты молодец, так че игрок не будет развиваться. Я единственный человек, наверное, в их жизни, кто у меня есть полномочия критиковать, танец танцевать, чтобы все объяснить, там радуга вышла. Ты в следующий раз вот так сделай, все, мы на турнире, надо быстро развиваться, быстро идти. Но я вижу, как некоторые моменты со временем переходят во что-то хорошее. Я думаю, что в организации важна связь и доверие между ключевыми личностями, кто принимает решения. Это связь между тренером, капитаном и, например, мной, как человеком, который принимает это финальное решение по игрокам, по принятию инвайтов каких-то и так далее. Как бы там, да, я не думал, что я разбираюсь в игре, я всегда буду разбираться меньше, чем Достан и капитан команды. Когда там молодой игрок получает внимание, деньги и может думать, что так будет всегда и достаточно, я хочу эти мысли у него выбить. Вот. Я понимаю, насколько это все тонко и держится все. Буквально несколько турниров ты сыграешь плохо. Что-то пойдет не так, все могут про тебя забыть, придет другой игрок и все. Что, ебальники уже кислые? Сюда, Блос. Извини, что выебываешь, братишка. Первая правда, что ебальник. Я на одну карту выиграл, да? Эй, сдал, все, ебальник. 20 фрагов, молодец. Эйс хороший был, эйс рабочий. После мажора мы решали, куда мы идем, кого мы можем взять, кого мы будем кикать. После поражения, наверное, там, на второй день мы приняли решение там же поговорить с Белычем и сообщить ему неприятную новость. С Эмилем мы поговорили чуть позже, потому что были определенные проблемы бумажного характера с одним из игроков, который потом оказался в составе. Конечно, есть те, кто за это время поддерживает Эмиля, Белыча. Но, мне кажется, тоже молодому пацану дать шанс. Это все равно освежает, и какие-то ожидания становятся такие, что вдруг он прям новый супер игрок. Решение взвешенное, решение понятное, что очень важно перед ХЦЕ. Если бы мы поехали, в моем понимании, на этот турнир старым составом, мы бы не достигли того, чего мы достигли с новым составом. Про Славу мой ЦО уже говорил в середине весны или в начале весны, что надо обратить внимание. И тогда, когда у тебя там ты буквально там играешь финалы и там топ-5 держишься, я такие мысли отбрасывал, потому что внедрение нового, причем, ладно, он был бы опытным, молодого игрока я не хотел. История с Славой, с Локджезом, это скорее
найти талантливый, неограниченный алмаз, в который мы можем инвестировать свои знания, время, чтобы из него получился сильный игрок. Все равно это в какой-то степени гэмбл и надежда на то, что он станет крутым игроком. Вот. Поэтому мы так же, как и вы, зрители, пытаемся найти новый талант. Вот. Мы верим в этот талант. Я думаю, что мы точно не стали слабее в Firepower. Да, может быть, в знаниях, в понимании игры, потому что и Эмиль, и Андрей Белыч провели с Достаном и Жекой 1,5 года. Они понимают больше. Но мы хотим верить в то, что Слава очень быстро зайдет, скажем так, в этот темп, ритм и не будет выпадать. В течение всего первого сезона Джейм говорил о том, что нам нужен опытный игрок, как минимум еще один. Не хватает опыта, не хватает второго голоса. На самом деле с Абаем у меня было желание поработать, и чтобы он был в команде, потому что из опций начала июня он по всем параметрам подходил. И мы понимали, что таким человеком может стать Абай. Ожидания были такие, что он будет играть минимум один цикл до сингапурского мажора, и там будет видно. Мы планировали, что это будет долгосрочное сотрудничество. К сожалению, для него, скажем так, и мне неудобно это заявлять, потому что Абая я знаю очень долго, я Абая знаю уже 9 лет. Произошел трансфер, который, правда, мы очень давно хотели, и нашли компромисс с другой организацией, с которой у нас не получался диалог, в итоге он получился, поэтому тут, как говорится, нужно отбросить личное, и тут чисто бизнес. Да, наверное, встречать в аэропорт прям мало кого я так встречал. Славу из-за того, что ребенок, ладно, не считается, но престижно в аэропорту делегации, да, такого не было, как будто ни разу. Наверное, если бы у него возможность подписать первый день по ревижн, я бы его подписал сразу. Странное ощущение. Прям. Даже не знаю, с чем сравнить. Да? Когда ты работаешь с людьми, кто уже провел в КСе 10 лет, да, играл, выигрывал мажор, я говорю про Достана, про Жеку, Джейма, у этих людей есть четкое понимание того, какими они хотят видеть игроков, что именно они ждут от того или иного игрока. Всегда, когда мы говорили про варианты усиления, всегда Флит был в этом шорт-листе на первом месте. Неважно, про какую позицию мы говорили и так далее, всегда было внутри обсуждения, что да, нам нужен Женя Флит нас усилит, это то, что нам надо сейчас, потому что он закроет раз, два, три, 4, 5. Наверное, для меня особый игрок, который пришел к нам в Virtus.pro, и самые, наверное, теплые воспоминания с ним связаны. И он был в Академии Гамбит, насколько я помню. Был в Фарзах, тоже какой-то этап прошел, первые ланы. Потом пришел к нам, был на опоре. Потом потихоньку перешел на второстепенного игрока. Потом взял основную роль. И мы вместе выиграли мейджор. Я видел, как он развивался. Видел, как он пришел пацаном, и мы через многое прошли. На одном языке Counter-Strike с нами разговаривает, и у меня с ним много хороших воспоминаний. Я не видел тебя на Мальте после победы, честно, не видел. Таким счастливым я тебя никогда не видел. Я просто... Я не... Слов нет просто. У меня нет слов, честно. Ну и если объективно, даже если бы его не знал я, у нас там не было какого-то опыта. По уровню игры это сильный игрок. В прайме возраста он уже не молод, но и не старый. Вот. Я думаю, что он вместе с Мароком, наверное, два игрока, которые наиболее сильно могут помочь Жеке. С ВП мы долгое время были в обсуждении. Главное, что сейчас мы пришли к компромиссу. Чел привел
Пойдем. Знакомься, это привет. Женя. Здорово. Всем привет. Привет. Все, идем? Женя, сколько я тебя не видел. Пойдем. Женя, Жекой, тут есть что, Женю называют Женей, Жеку Жекой. Вот, это вот так. То есть они оба Евгения, Жека вообще Джемми. Ну, так получилось. Я думаю, что улучшится в целом макро команды. Будет лучше приниматься решения в среднем. Он хорошо повлияет на Влада. Связь Жека, Женя очень крутая. Они вместе очень много работали, схожий взгляд. У меня с ним очень много связей. И для Вани, и для Славы это будет крутой ролл-модел, которого можно всегда научиться. 5 лет спустя снова я тебя забрал. 5 лет спустя достал. Да. Сегодняшний день, буквально через 2 часа я поеду встречать Женю. Я даже не верю, что мы сейчас увидимся. Последний турнир Virtus.pro это был Даллас. Столько времени утекло, столько событий. Буквально с CCT зимнего, которые не засчитали, мы начали. И сейчас я благодарен судьбе, возможности, благодарен Parivision за то, что поверили. И без вложений Parivision всего этого не было бы. Все тут же. Назад Спартак. Свежий какой-то, отдохнул. Да я просто... Я ему говорил, за 1,5 года работы он никогда не светился как сегодня. Я тебе клянусь. То есть меня не было на Мальте, когда выиграли Власт, но ребята сказали, что он не был так рад, как сейчас. Может такое быть. Все это все равно спорт, это все равно где-то очень много решают деньги. Не у каждой организации есть такие возможности, поэтому это я очень ценю. Даже такой переход с Литом сейчас, это все равно большая ответственность. Если там вначале мы взяли Жеку и остальные игроки были молодыми, то все равно, конечно, с Женей уже запрос на результат, в первую очередь у меня в голове, я уже хотел бы еще жестче играть, чтобы мы стали топ-10 прям стабильно крутой командой. Макдональдс нужен. По-любому. Давид, как дела? Привет. Надеюсь, ты смотришь. Жду лайка и комментария от тебя. Давидик, Петя. Они Лёха. по-любому поставят. Ты влоги с Достаном будут. Я просто каменный чуть-чуть немного с рейса. Я в шоке, под шоком полным нахожусь. В аэропорт просто сегодня сорвался за 3 часа буквально. Че, брат привез? Не, сам ехал. На такси? Нормально. Это Влад, Ну да. Да. Ну, Влада не встречать. Влад, доберешься как-нибудь, короче. Отдельно это я хотел добавить про Влада. Вижу, как Влад в последнее время начал развиваться. Мы дали ему новые роли где-то. И в целом вижу, как он растет, берет на себя больше ответственности. Вот хочу его, так сказать, похвалить по-тренерски про то, как он последний месяц развивается. И надеюсь, этот позитивный тренд продолжится. Вот Влад и Ваня сейчас набрали. Я надеюсь, что этот сезон они будут также себя проявлять. Потому что в будущем они должны стать костяком команды, должны развиваться и взрослеть, и стать лидерами. Все, спасибо большое. Все? Мне перед Абаем, наверное, по-человечески неудобно. Я понимаю, что где-то хотелось, честно, внутри с Абаем тоже поиграть, потому что все равно он крутой игрок, и мне хотелось бы с ним вот какой-то вот сезон или 2 поиграть с ним. Очень кайф работать и взаимодействовать. Вот. Я думаю, что этот период уникальный в первую очередь из-за влогов, потому что все это запечатлилось, и до сих пор я там, где бы я ни был, Майкл Джордан, всегда люди угорают. Я думаю, что это история для молодых команд про то, как можно бороться, можно пробиваться. И огромная благодарность нашему медиа, которые все это засняли и хорошо смонтировали. Parivision и, наверное, даже сегодняшний вопрос — это
больше про честность, откровенность. И я сейчас вот, наверное, это один из финальных вопросов. Реальность, да, вот такая. Типа, не на каждый вопрос приятно отвечать. Вот. Это нелегко. Вот она реальность. Где-то приходится кого-то убирать, чем-то жертвовать. И это нелегко. Я все равно не делаю это как робот. То есть захожу на базу, и нету Эмилия и Белыча. Хотя с ними 1,5 года сидел. Я хочу, чтобы мы стали крутой командой. Да, я хочу доказать, что первая половина 26 года не была случайностью, что победа на области не была случайностью, что наше поражение на мажоре 0-3 было случайностью, или вылет в Астане 1-3 было случайностью. Да, это я хочу доказать. Я хочу, чтобы зрители, смотря за матчем, чувствовали солидность нашей игры и чтобы мы реально стабильно закрепились, без, грубо говоря, рандомов. Вот. Хотел, чтобы мы были в номинациях на топ-команду на премии ХЛТВ по итогам 26 года. Разбег, Достан. Все же, Кичан, давай. Все вы? Увидимся на днях. Ты на инт летишь? Что? Ты на инт летишь? Да. Все, с вами все налетались уже. Все с нами не летают уже. Жень, давай. Все, давайте, крутого вечера. Нашим болельщикам я хочу сказать только слова благодарности, потому что позитивные комментарии, которые вы оставляете, и которые читают и ребята, и стаф, они очень сильно заряжают. Без них, наверное, многое бы не произошло, что произошло в 26 году. Всем болельщикам Paravision благодарен, что вы есть. Надеюсь, вы только наши болельщики. Спасибо Фанхабу, спасибо всем, кто каждый день оказывает влияние на организацию. Поэтому большое спасибо.